Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи аналитик Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, мы встречаемся сегодня, 8 мая, в преддверии, так уж получилось, Дня Победы в России и Дня Победы в Украине. Но этот День Победы будет последний, потому что теперь 9 мая – День Европы. Это как бы событие, это объявление президента, этот указ, срочное рассмотрение уже как бы привел ко мне на канал и сегодня, и вот в прошлых видео очень много возмущающихся и воспринимается как, некое, не знаю, личное оскорбление смотрящим, прежде всего из Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к этому решению Зеленского? Вы знаете, дело в том, что поскольку я много путешествовал по Европе и знаю, что Европа празднует день окончания, вернее, подписания капитуляции конкретно, не окончания мировой войны. Я напомню, все-таки мировая война закончилась всего лишь 2 сентября, то есть там еще как-то воевать, еще и воевать. Вот, а началась, я напомню, на 1 сентября 1939 года. Так что очень хотелось бы всем напомнить, что даты Великой Отечественной войны, которую знают и учил и я, и учили для все советские дети, это даты конкретного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз и подписания капитуляции конкретно гитлеровской Германии, но не окончания Второй мировой. Просто это чтобы была историческая, как говорится, справедливость. Значит, я исхожу из следующего, что президент Зеленский, поскольку у него европейский вектор, то он выбрал, соответственно, дату празднования 8. И я так понимаю, что будут смещаться, и, насколько я понимаю, уже смещены и Рождество, то бишь оно смещено в то место, где находится оно у всех европейцев, то бишь на 25 декабря. Вот, а не на 7, потому что, в общем, и церковь становится, в общем, исходить из старого, скажем, старого календаря. Я отношусь к этому весьма спокойно. Я не вижу в этом ни предательства основ, ни всего остального, потому что, честно говоря, еще когда задолго до российского конфликта, мне было всегда, скажем так, удивительно, поскольку я достаточно быстро разобрался, почему у нас 9, а в Европе 8, вот этот перенос на 9. То есть я не вижу вообще в этом какого-то фундаментального смысла. Я этого не видел очень давно, поэтому для меня это вполне естественный процесс. И в целом то, что мая станет не 9, а 8, это общая победа, я хотел бы напомнить. Это победа, если мы посмотрим, и вот у меня с моим товарищем Дмитрием Демушкиным, например, с которым мы регулярно пишем подкасты, также выходим в эфир, мы с ним обменялись, например, парадами, которые прошли в 2011 году по Красной площади. И вы будете удивлены, но в параде на Красной площади принимают участие представители украинского государства. Украинские военные идут парадом с украинским флагом. Абсолютно нормально. Идут представители войска польского, то есть поляки идут. Идут представители Великобритании. То бишь это все есть как-то на хрониках, и никуда этого не делось. Идут представители, в том числе, и, насколько я помню, там Соединенных Штатов. Потому что и Франции в том числе, и так далее. То бишь это общая победа. А поскольку я из поколения того, чьи деды и бабки, простите, как-то разлеглись по Советскому Союзу, то я многократно говорил и буду приводить этот пример. Мне, простите, в моей внутричерепной коробке я не буду выкапывать Анну Ивановну Васильеву, лежащую в землях Николаева, и переносить куда-то,
и который приехал восстанавливать Николаевские верфи после Великой Отечественной войны, и выкапывать Анну Ивановну Потапенко, рожденную Кочеткову, из земель московских, которая была, соответственно, имеет награды, как, соответственно, за то, что она была в тылу, и, в общем, там количество норм, которые она перевыполняла, просто какое-то запредельное. Она и после этого трудилась очень долго. Поэтому, простите, я как-то... А еще у меня есть родственники, которые были похоронены в Баку. Ну, потому что, в общем, после Великой Отечественной войны это было, по-моему, любой советский ребенок. У него, если у него было много родственников, но не было такой страны, где, куда бы ни разъехались его родственники, выкапывать и, соответственно, восстанавливать Советский Союз. И я слабо себе представляю, как бы я объяснил бы, если бы у меня был спиритический сеанс моим родственникам, что сейчас мы убиваем друг друга. Поэтому я, простите, отношусь к этому очень спокойно. Я не вижу в этом ни предательства памяти, ничего подобного, потому что я не думаю, что если бы при советской власти было бы выбрано 8 мая, это бы на что-то влияло. Потому что кроме, как говорится, вот этого пропагандистского трюка, что у нас были часы на час разницы, ну а почему тогда не принять время Петропавловска-Камчатского, в котором регулярно полночь? Так у нас вообще можно было быть 10-м. Поэтому, простите, дорогие подписчики, зрители, я ребенок, как говорится, поколения, который общался с ветеранами напрямую. Ветераны – это мои деды. Я как-то говорил, что я приехал в город Санкт-Петербург и на 9 мая, и я плакал, потому что я, попросту говоря, по сайтам, тогда уже были сайты, соответственно, по историческим, соответственно, документам, как мои там деды получили ордена и медали, их начали награждать только в 1944-м. И там Сергей Конорев, это мой дед по линии мамы, вот, ну, там у него, как говорится, он, как известно, ну, по крайней мере, нашей семье известно, что он не получил звезду героя просто по причине того, что у него уже был там красный, а получил красную звезду. Потому что, как обычно, в общем, в нашей семье, видно, это, как говорится, наследственное, политруку морду набил. А так-то он должен был быть либо вариантом, у него либо как-то штрафбат, но поскольку он был героем, а у него там был геройских планок выше крыш, вот его при награждении Герою Советского Союза не был представлен, но дали звезду, красную звезду. А так он у меня есть на запрещенной сети Инстаграм. Я горжусь всеми своими предками, искренне горжусь и не считаю, что именно гордость за наших предков должна, в общем, прекратить то, что сейчас происходит. Потому что ни один из наших предков не достоин той мразоты, которую развязали нынешние чиновники. Да, с этим сложно не согласиться, как ровно так и, знаете, ну, это же мода такая, да, была. Вот, мой дед воевал, там, мой прадед воевал, а вот там медаль, а вот там и все вспоминают только один день в году. Вот, и обязательно это должно быть какая-то доблесть, какой-то, ну, как бы уж, если вы поделились, я тоже немножко поделюсь. Дмитрий, ну, мой прадед тоже воевал, тоже там на Украинском фронте воевал. Он не был героем, какая-то медаль у него была, и загремел на 15 лет сразу после войны, потому что переплавляли из алюминия остатков какие-то ложки и продавали на вокзале. А это было расхищение советского имущества. И поэтому 15 лет лесоповала ему выписали. Ну, выпустили немного раньше, но тем не менее после этого прадед бил бабку за то, что она имеет дело с государством. Что? А именно клала деньги на книжку. Мол, ни копейки этому государству я, не разрешаю в нашей семье, класть, потому что вот так поступила с воевавшим прадедом советская система. Ну, это как бы такое начало, да, не политическое, личное, эмоциональное, но, я думаю, важное. Важно особенно понимать в эти дни,
8-9 мая. Дмитрий, а что за фатаморгана? Я так, Саш, я единственное скажу, что все, кто вернулись с войны, это величайшие герои. И все, кто легли за них, это тоже величайшие герои. Я не припомню, несмотря на то, что дед у меня по отцовской линии, соответственно, он был там муниципальным депутатом тогда, это никогда не оплачивалось. И тогда не оплачивалось, он был начальником Ленинградского узла связи, большой человек, при этом из всех щедрот, что называется, я только недавно, буквально реально там 5 лет назад, разобрал ту дачу, из чего она была сделана. Она была сделана, он был начальником Ленинградского узла связи, она была сделана из списанных, с старых дверей как раз, вот, и запорожцы ушастые. Просто к тому, что они все герои, я не припомню, чтобы хоть кто-то один, вот кто-то, хоть раз, там, не знаю, они не очень любили этот день. То есть для них этот день был день скорби, день памяти. Я не знаю, как в вашей семье, но вот мы собирались обычно там на 8-9, и мы там играли в Кинга, это у нас, извините, семейная игра была всегда. Вот. Но я не припомню, чтобы там не здравиц в честь руководителей страны, не там еще что-то. Ну, дед иногда ездил к Большому театру. Тогда, в общем, встречались однополчане. Он редко когда-то кого-то находил. Я так понимаю, что там, в общем, никого это не оставалось. Поэтому я не припомню героизации хоть у кого-то из моих родственников, а у меня они практически все прошли, и у нас, по-моему, никто не сгинул, так это повезло просто, чтобы кто-то героизировал войну. Все говорили «никогда больше». Они не можем повторить. Угу. Вот это очень важный момент. Извините за ремарку, потому что «никогда больше» – это очень важная фраза. Угу. Ну, просто понимаете, как бы это очень, наверное, важное вступление наше, всегда остро политических обзоров, потому что, ну, на самом деле, вот, ну, как, я вот не соглашусь, что это не праздник. Праздник, встречи там с товарищами, встречами потом позже уже, ну, когда я мог помнить, да, в своем возрасте, встречи с теми, кто остался, с теми, кто по статусу, это все равно праздник. И, ну, как бы, но праздновать и, скажем так, чтить руководство в этот день любой страны, там, советской, теперь там, российской, украинской, ну, как это было заведено, да, вот как-то было действительно не принято. О руководстве, Дмитрий, а что за... не знаю, казаки-разбойники Лукашенко найти не могут. Неожиданно, с полуподтвержденными какими-то данными разных пресс-служб, причем одна пресс-служба говорит, что тот, который с другого государства лидер, приедет на парад. Рабочий визит, парад, поприсутствует, заедет, зайдет или прям на парад. Лукашенко, кстати, до сих пор не подтвердили, там 6 стран, кажется, Средняя Азия, и вот то есть в таком полуподвешенном состоянии. Это что влияет? Военное время? Это влияет, на мой взгляд, опасность дронов. Поэтому тут вариантов я не вижу других. Это тут все очень четко, на мой взгляд, прописано, что все понимают, что неважно, там, имитационная это была история с куполом Сената или реальная история была с куполом Сената. Но оно же зачем рисковать-то? Ну, потому что отношения-то они разные. И если у тебя в любую секунду может что-то прилететь, никакой гарантии. Ведь год назад был отменен, точно так же был отменен воздушный парад. Никто этого не заметил, а я это объяснял, что воздушный парад, ну, условно говоря, давайте будем честны, ФСО работает хорошо. То есть машины обыскиваются там с собаками по 10 раз. Там даже если просто элементарно собака просто начинает нервничать, а такое было на кадрах пару раз, то происходило, что на военном параде около, например, танка собака просто садилась на жопу. А если она садится на жопу, то машина там досматривается просто тщательно. Там ни у кого нету никаких патронов, даже близко. То есть люди досматриваются все. Но есть одна маленькая но. Летящий самолет, вертолет, ты его хоть обдосматривайся. Он просто случайно пикирует, его остановить невозможно ничем. Вот просто невозможно физически. Там скорость и высота прохождения и скорость падения обеспечивает просто наличием топлива в баках на накрытие
площади, ну, от 200 до 400 метров, так на раз-два. И ты хоть там, хоть в бронежилете прыгайся, хоть под трибуну прыгай. Там 40, говорится, там, или 20 тонн хотя бы горючего, туда потом просто там не подходишь. И пилот, кстати, при этом совершенно спокойно эвакуируется. Так что почему? Я понимаю, почему. Потому что, в общем, военное время. Мне просто интересно, а какие-то сведения, как будет проходить парад? Знаете, разные там эксперты уже там предполагают, да вот, там, включение с фронта, или, может, Путин смотнется на фронт, и вот этих солдат, которые вот в этой развязанной Путиным войне, вот их поприветствуют, поздравят с 9 мая. Как бы вот что самый лучший сценарий? Или самый лучший это все-таки выйти живьем на Красную площадь? Самое лучшее выйти живьем на Красную площадь. Так что тут вариантов нет. Тут, конечно, самое простое – это выйти и Я обратиться к народу и вперед. Все только в путь. Я понимаю, что мы 8 числа с вами беседуем, часть наших зрителей посмотрит 9 и уже все услышит. А чего не хватает российскому народу услышать на 9 мая еще? А здесь вот это не важно. Они хотят просто народ живого царя видеть желает. Все, больше ничего не нужно. Так что здесь даже больше-то и не надо. Здесь только чтобы царь обратился и сказал традиционное. Он будет говорить, он будет то же самое, и это все всех должно удовлетворить. Все. Главное, что царь не зассал. Все. Остальное вторично. А, Так что так. Год назад все ожидали некоего объявления. Ну вот, нечто такое должно на 9 мая. Все смотрели, я просто знаю, в Украине многие смотрели парад на Красной площади. Все ждали там то ли объявления войны, то ли мобилизации. Мы помним этот год назад, как раскручивалась эта тема. Сейчас тишина. Может, сейчас объявит о чем-то экстраординарном? Ну, мы с вами немножко за кадром чуть-чуть это просто обсудили. Никакие действия уже не нужны для того, чтобы что-то объявлять. Мобилизацию, да не вопрос. Военное положение тоже не вопрос. Нет никакой привязки к каким-либо событиям. Бахмут, не Бахмут. Кадыров займет Бахмут или возьмет его. Или наоборот там будет какое-то отступление. Не имеет абсолютно фундаментального значения. У них нет причинно-следственной связи. Поэтому, но если не было фундаментальной причинно-следственной связи в начале, то сейчас-то что хотеть? Поэтому все уже. Действительно, вот мы начинали, что Лукашенко, что там Лукашенко, прибыл таки с рабочим визитом, все нормально. То есть это кортеж не померещился, все хорошо. Если проанализировать состав, кто приезжает на парад, что можно сказать? Ну, мы же начали как-то с лирического отступления там личных воспоминаний, в том числе и воспоминаниях о том, что как-то главы государств было существенно больше. Сейчас я так понимаю, что в лучшем случае будет Лукашенко и соответственно, Касым-Жомарт Кемелевич, соответственно, то бишь президент Казахстана. Поэтому... Ну, Узбекистан называют, Таджикистан Может пока непонятно, быть, да. допускаю. Я думаю, что будут представители там, глав там, 3, может, 5 государств. Причем международников не будет как классов в принципе. Поэтому нет. Это не имеет значения в данном случае для расчетной единицы. Оно уже случилось. Вот так, все, точка. Визит Лукашенко на 9 мая, праздник, День Победы, он рабочий, потому что сообщили, что Беларусь хочет производство шахедов у себя открыть на Гомельском радиозаводе. Ну, как бы тогда все понятно. Вот все-таки я все-таки хотел бы отношения между государствами через фактор прибытия на этот парад. Вот до последнего же никто не подтверждал. Их заставили, им выставили условия, срочно собрали.
Александра Григорьевича есть все-таки проблематика в том, что ему нужно выбивать деньги. А для этого нужно за это платить временем, силами, репутацией, которую, в общем, уже можно не платить, потому что она перестала существовать как класс. Так что все вполне себе логично. День Победы на самом деле там, как бы признак величия, власти, режима, там подвиги дедов, вспоминает Путин, что нужно их, соответственно, как бы вот соответствовать этим подвигам. Посмеиваются в социальных сетях, что деды брали Берлин, а внуки Бахмут не возьмут никак. Шутка грустная на самом деле, тем более, что сколько там вообще людей полегло в этом Бахмуте. Вот эта история с Пригожиным, точки над «и» расставлены, у нас как-то так вот эксперты, не знаю, у меня на канале и на некоторых других там каналах, те, которые я смотрю и как-то пытаюсь сопоставить, все как бы определились, что Пригожин выиграл там битву определенную, что все по его. Правда, некоторые немножко так вот искоса смотрят на Кадырова, который там чуть ли не в качестве заградотряда себя предложил на самом деле, а не заменить Ахмадом Вагнер. Как вы считаете, вот сообщение сегодняшнее, неожиданное достаточно от бойцов на передовой, хотя у них ограничены все возможности у вооруженных сил Украины там фиксировать, обращаться, записывать видео, что на целый километр продвинулись вперед от того, где были украинские войска. Вот это вот такой итог вот этого скандала, конфликта, из стольких копий, которые поломались у разных экспертов? Пока, я так понимаю, подтвержденных данных нет, но в целом как-то к 9 мая была задача, в общем, такая регулярно, она, по крайней мере, муссировалась о том, что к 9 мая полностью захватить Артемовск, он же Бахмут. Вот. Посмотрим, что будет завтра. И я так, скажем так, Евгений Викторович ведет себя провокационно, конечно. И то, что ему позволяют так провокационно вести, а более того, потом исполняют все его хотелки, а в данном случае, если, подчеркиваю, с его слов, если с его слов его хотелки исполнены, как раз с точки зрения всех вот этих поставок, заставок, доставок и всего остального, то, в общем, это достаточно логично. При этом у него это с одной стороны. А с другой стороны, у него ситуация, как мы и говорили с вами, многократно и обсуждали, мы крутимся вокруг этой темы, она тупиковая. Ведь он не может оставить Бахмут-то физически. Ведь если он, как бы кому-то не хотелось, он взять, собрать своих бойцов и сказать, я сваливаю, но он может, конечно, это на публику демонстрировать, но он этого сделать технически не может. Потому что он как это? Он что, сядет на ветку метро и уедет? Он как будет проходить кордоны с оружием, кордоны Министерства обороны? Как вы себе это представляете? Как он будет, кто его будет транспортировать в ту же Сирию, даже что там далеко ходить? Пусть кто-то его транспортирует в тот же Крым. То есть это все равно военно-транспортная авиация Министерства обороны. То есть он повязан по рукам и ногам. То есть он такой вещь очень сильно не самостоятельная. При всем при том, что он старается как-то вырваться из этих пут, но как-то он давно, в общем, в этих путах находится. Поэтому насчет километра, то, что они прошли, а там вроде как оставалось всего там 2, получается, если исходить из того, как из той динамики, так завтра, по идее, они должны рапортовать, что в День Победы они взяли полностью Бахмут, что Бахмут полностью под вагнеровцами. Другое дело, что они за это должны получить индульгенцию. За это они должны передать контроль за Бахмутом регулярным войскам, либо кадыровским, либо, соответственно, Министерству обороны, иметь возможность уйти как раз куда они хотят, в Сирию или в Крым. Другое дело, что боюсь, что их уже не выпустят. Что они, в общем, их будут все время кидать на самые... То есть будут стачивать их, как мелок, об зубы ВСУ. ВСУ продвинулись на километр, имеется в виду. Я понимаю, оставалось 2 километра. Да. Соответственно, да.
Соответственно, если завтра все типа, кто возьмет Бахмут завтра? Я думаю, что никто не возьмет. Завтра, я думаю, что все обойдется никак. А ВСУ будут стачивать по-прежнему пригожинских. А ведь это тоже очень интересно. Ведь все ждут этой даты 9 мая. Все действительно может просто быть никак. Никак. И я буду рад этому никак, если честно. Потому что вот мы немножко за кадром с вами обсуждали, что в России, в общем, ехать на какие-то официальные мероприятия, ну, как-то стрёмненько, тем более с детьми ходить, хотя это раньше был, в общем, ну, обычный праздник, и с детьми ходить было норм. И там нет ни малейшего желания, чтобы был какой-то массовый ракетный прилет, как это по центрам принятия решений, потому что это, в общем, это гибель реальных людей. Хотелось бы, чтобы этот праздник, неважно, 8-9, чтобы он прошел никак. Вот в этом году, знаете, не хочется никаких празднований, хочется никак. Мне бы вот прямо вот тот случай, как говорится, я за никак. Сообщили с опозданием, правда, потом как бы комментировали это опоздание в вооруженных силах Украины, что кинжалы может сбивать Патриот, и украинские военные, которые там в Оклахоме, кажется, или в Алабаме, ну, проходили обучение, они вот удалось им это сделать, и это действительно большая удача. Соединенные Штаты Америки рукоплещут, все радуются, бросают чепчики в Штатах. Мы тоже как бы... Ну, все просто понимают, что это шок. У меня, вот, допустим, военные эксперты говорят, ну, это значит, надо дать Нобелевскую премию по физике создателю Хаймарса. Ну, вот, потому что если идет, скажем так, вот ракета с одной скоростью летит, кинжал с другой скоростью летит, а если идет столкновение, там должен быть взрыв какой-то большой. В общем, как бы сначала сказали, потом опровергли, потом подтвердили. Это важно сейчас в контексте вот этой войны, которая вот закручивается на долгую перспективу. В целом это важно, потому что тут есть одна проблема, что это важно в первую очередь для америкосов, потому что они все-таки создатели в конечном итоге Патриота, системы Патриот. Она достаточно старая, но она каждый год практически там, ну, наверное, раз в пару лет происходит какая-то модернизация, и это многофакторная такая система, потому что я ее в свое время как рэбовец изучал, и я помню, что, в общем, она претерпевала видоизменения, и зачастую, когда обсуждаются системы противоракетной обороны С-300, С-400 и Патриота, Патриот очень навернутый с точки зрения своей архитектуры, и поэтому, конечно, сам по себе факт сбития калибра Кинжала. Это важно. Кинжала, да, кинжал, который гиперзвуковой, говорит либо о том, что кинжал был, в общем, неработающий, неисправный и не является гиперзвуковой, либо действительно неплохо прокачали Патриот. И для те данные, которые уйдут, они уже ушли, эти данные ушли, соответственно, в Соединенные Штаты, ну, позволит им систему поднять еще на более высокий уровень. Это вся война для этого? К сожалению, человечество ведет войны не очень понятно зачем, но оно приводит в том числе и улучшению технического прогресса. Технические войны и сама по себе основа человечества в том, что его агрессивность по отношению к себе подобному приводит к постоянному росту технического прогресса. Через убийство мы улучшаем технологии. Причем это не вчера началось. Это все время, как говорится, меч против щита. Но постоянно. Человечество только все идет и выше, и выше. Дмитрий, свежее сообщение от Генштаба украинского о том, что оккупационная администрация почти в полном составе покинула Скадовск. В ночь с 6 на 7 мая загрузились
транспортом, ну, в транспорт документации, там, все, это утварь. И к утру 7-го уже с семьями как бы покинули значительную часть российской оккупационной администрации, да, вот теперь там не нарисуешь. Также подобное нечто происходит в ряде населенных пунктов, ну и названия их ни о чем не скажут, разве что, знаете, помилуют ухо, какие знакомые слова: Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкая, Ульяновка, Красная. Ну, вот эти населенные пункты перечисляет Генштаб. Понятно, что все обсуждают эвакуацию из Энергодара, какая это эвакуация, что там, насильно, не насильно, верифицировать данные очень сложно, опираться, ну, там, украинским журналистам можно на официальные источники, вот как бы оперлись, и, собственно, сразу вопрос по, ну, Скадовск далеко достаточно, это вот почти Крым рукой подать. А на Запорожской АЭС приостанавливают работу, вроде бы как, и там местный Балицкий, который оккупационный руководитель, говорит, что готовы встречать ВСУ, никто не будет отступать, а все будут обороняться. Ну, вот такая бравада от него. Вместе с этим, понятно, есть аналитики, которые рассказывают о том, что, как, ну, сколько не рассказывают, но что и как проходят подготовку вооруженные силы Украины по форсированию Днепра, которое вот как раз должно быть там, в районе Запорожской атомной. Что-то намечается грандиозное, большое и свирепое, как один из замминистров обороны сказал, умопомрачительное и головокружительное, или информационный шум, зрелище, которое все обещают и обещают? Ну, честно говоря, мы с вами многократно уже обсуждали, что по моим оценкам, исключительно за счет того, что я рассчитываю множество эшелонов, даже хоть какой-то, я не говорю про полномасштабное или какое-то серьезное контрнаступление, возможно, все-таки ближе к лету. То бишь это конец мая, начало лета. Причина, говорю, это должна быть эшелонированная подготовка бойцов, эшелонированная подготовка, соответственно, вооружений, и рассчитывать, что это можно сделать просто по причине того, что поставлено какое-то количество вооружений. Совсем недавно, ну, буквально на днях, инспекция господина Шойгу в том числе была в тыловые подразделения. И эти кадры есть практически везде, на всех средствах массовой информации. То, что я насчитал, я осознанно прокручивал кадры в замедленной съемке, то бишь, поскольку они еще там имеют момент склейки, перевода кадра, изменения плана, то в потенциале там стоит к выдаче 50 танков Т-90, Т-90М, и какое-то количество, соответственно, машин сопровождения. Поскольку эти цифры, в общем, близки к тому объему, который есть потенциально в ВСУ, я думаю, что каждая из сторон будет крайне... А тем более, что танки Т-90М – это танки очень дорогостоящие, тоже нуждающиеся в такой же эшелонированной поддержке. Каждая из сторон будет относиться к имеющемуся ресурсу, которого явно у всех немного, крайне-крайне аккуратно. Поэтому я надеюсь, что, как мы говорили чуть выше, 9 мая обеих сторон будет скучным, спокойным. Просто побудьте, как говорится, с семьей. Во всех смыслах этого слова. Ну, то есть, аккуратное контрнаступление нас ждет. Ну, скорее да. Потому что каких-то массированных, но в тот объем у Российской Федерации достаточное количество. Подчеркиваю, это все есть в официальных картинках. Вы можете это все посмотреть. Можно, конечно, погыгыкать и поговорить, что это все муляжи. Но, к сожалению, пока что эти муляжи ездят. Или, к счастью, для кого-то. Дмитрий, что происходит в Черном море? Какая-то странная история вновь повторяется с самолетом НАТО, теперь уже польским самолетом, который в международных водах. Его шуганул российский самолет, там создал турбулентности,
не знали пилоты, что делать, то есть вышел он из строя на какое-то время, потом как бы вернулась связь, очень близко пролетел к нему. Теперь вот сообщают сейчас, что силы НАТО будут усиливать свое присутствие там в районе Черного моря, ну и, соответственно, как бы в ответ на вот эти агрессивные действия. А вот этого беспилотника не хватило? Или это вот мы будем периодически наблюдать эту историю, она как вот будет периодически всплывать снова и снова? Мы будем наблюдать ее не просто периодически, потому что всем странам НАТО крайне важно понимать, как им жить завтра. Поэтому они, конечно же, будут свое присутствие увеличивать и усиливать. И здесь нет ни малейших иллюзий, ни у кого не должно быть, что подобного рода конфликты будут происходить постоянно. Зерновую сделку снова блокирует российская сторона. Очередь, досмотр судов, там инспекцию пускает, не пускает. Там 90 с чем-то судов, 60 идут в Одессу, чтобы загрузиться, не могут этого сделать. Так вроде бы 18 мая, вот этот крайний срок, о котором все говорили. Сейчас просто нужно ситуативно для чего-то этим заниматься. Нет, ну, сейчас очень удобно как раз под Сурдину в том числе и празднование Дня Победы. Это очень удобно. В смысле И, выходные? ну, конечно. Поэтому бюро надо исходить из, опять-таки, надо исходить из бюрократии. Как действует бюрократия? Бюрократия действует одинаково. Она вот ко всем, в общем, событиям применяет одни и те же лекала. Это очень удобно. Так что, да, все понимают, что сделка там должна продлеваться 18-го, но нет, это сейчас. Плюс ко всему, я еще одну дату вам напомню. Перевыборы 14-го, соответственно, в Турции. Поэтому нужно сейчас. Вы абсолютно правильно сказали. То есть два фактора. Выходные, плюс, соответственно, до выборов надо пошуметь. Потом уже поздняк метаться. Скорее всего, Эрдогана переизберут. В общем, может быть, там во втором туре, но мне кажется, что переизберут. Он достаточно силен в этой части. Да, очень интересно. Знаете, вот как бы по поводу эвакуации, контрнаступления, вот этот момент очень такой примечательный. Вам все-таки, как кажется, есть вероятность на какой-то жест доброй воли и там какую-то договоренность или какие-то такие обстоятельства, что все обойдется условно без боя на каких-то участках? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Обе стороны сейчас находятся в ситуации, когда у каждой есть ощущение, что если она хотя бы просто остановится, я не говорю о том, что признает поражение или впоследствии не пойдет куда-то там вперед, просто остановится и будет прекращение огня. Я говорю, что первым фактором сначала является, надо договориться о прекращении огня до того, как вообще чего-то куда-то двигаться. Это не означает, что после прекращения огня огонь не будет восстановлен, и каждая из сторон, посчитав, что переговоры там привели ни к чему, начнет херачить в другую сторону. Но прекращение огня, вот пока даже в эту сторону пока никто не добежал до этой логики принятия решений. А где китайские спецпредставители по урегулированию ситуации? Это, что называется, рядом с Зеленским и с Владимиром Путиным. Я думаю, что они будут сидеть тихо, на жопе ровно, и у них все будет хорошо. Они не идиоты, они не будут лезть. В общем, их позиция совершенно логична, на мой взгляд. Ну, как бы Папа Римский влез с публичными заявлениями, а этого назначили, китайского товарища, а он, ну, как бы не проявляет никакой активности. Он вовремя сливает информацию. У него работа такая, сливать вовремя информацию. Так что я думаю, что китайский представитель делает свое дело как в одной стране, так и в другой, и знает это дело туго. Киссинджер правду говорит о роли Китая в конце года, которая позволит усадить всех за стол переговоров и все решить дипломатически? Конечно, ему, кстати, сейчас, секунду, ему, кстати, скоро 100 лет, вот в мае месяце. Да, Поэтому, да, 100. да,
Да, дедушка, конечно, да, я бы сказал, прадедушка, большой человек, 100 лет в обед. да, надо быть в реальной политике, причем в реальной политике здесь и сейчас, а не быть в политике, что ты в целом как-то являешься патриархом. За это время родилось много политиков, и что-то господин Киссинджер никоим образом не смог принять участие, в том числе и в переговорном процессе, и посадить всех за стол переговоров. Китаю все это нахрен не надо, им все равно, как будет развиваться данный конфликт. Я говорил об этом. И пока все развивается именно в этом духе, что Китай, в общем, как-то отстраняется, говорит, да, разбирайтесь, как вы считаете нужным. Резолюции, да не вопрос. С помощью резолюции Китай высказывает просто свое фэ, но не более того. Он говорит о том, что я никому помогать не буду, ни вам, ни вам, мне все равно. Вы знаете, Китай как бы разродился очень ярким, резким, и вот, ну, только ценители могут оценить на самом деле, вот каким выпадом, ответом, да, Европейскому Союзу по поводу готовящихся санкций против 7 компаний. Что имеется в виду? Ну, какие-то компании, об этом Financial Times писала, что какие-то вот двойного назначения поставляют в Россию товары. И, мол, против них думают в Европе санкции вводить или нет. Ну, выходит посол, ну, или там министр иностранных дел, простите, да, выходит и говорит, что, ну, мол, мы будем защищаться, будем защищать, не надо лезть, а потом выдает, что в Китае хорошо помнят, что сделали НАТО с Югославией, как бомбили. Ох, как это было дипломатически резко, даже для Китая. То есть, такие Китай, ну, если так, как бы кричат, то значит, что что-то прищемили. Китай воевал, воюет и будет воевать по-прежнему с Соединенными Штатами. Ничего для него меняться фундаментально не будет. Любые абсолютно конфликты, любые вещи, которые будут происходить, он будет исключительно использовать только в контексте, что это моя война с Соединенными Штатами. Китай хочет прямо или косвенно, мягкими методами, без каких-либо, в том числе экономических, в первую очередь, потрясений, все-таки стать первой державой мира. Это, на мой взгляд, ему не удастся, вне зависимости от того, как бы он не влезал в технологические цепочки. А то, что, как мы уже помним ранее, и мы это с вами обсуждали, у него выбили его же руками, собственно говоря, его же глупостью, почву в области чипов из-под задницы. Так что Тайвань и он может получить, конечно, но только в виде пустой территории, которая абсолютно бессмысленна. Ну, Тайвань просит 500 миллиардов на оружие. Это все. Тайвань может что угодно просить. Главное, что ему будут Штаты предлагать и в обмен его перемещение его компаний технологических в кластеры в Соединенных Штатах и перемещение соответственного персонала. Запрет экспорта, полный запрет экспорта из Российской Федерации Запад может ввести, как вам кажется? Нет, это маловероятно. Рынок мира глобализован. 30% нефти российской не замещается. Газ, который, как говорится, покупает Европа в виде СПГ из Индии, Китая, Турции, он российский, и там можно на уши вставать. Все, в общем-то, ждут окончания конфликта, чтобы вернуться к трубопроводному газу. Потому что СПГ не решает задачи ключевые для промышленных предприятий. Он решает задачи для обеспечения, скажем так, инфраструктуры по большей части как это физических лиц, а с учетом вот этих бандитов под названием «зеленые», которые закрывают принудительно атомные станции, то, в общем, такое ощущение, что они на Кремль работают. Я каждый раз, когда вижу очередное объявление, что там в Германии закрыли ядерную станцию, ну, хочется сказать, ну, прям вот реально. Не Путин ли вам платит, что называется? Вы вроде как бы на стороне Украины, но страну зачем свою сажаете? И так, в общем, не ахти как. Зеленая энергетика, она еще ей раскручивается и раскручивается. Это время. Это никак не привязано там, к российско-украинскому конфликту. Это вопрос совершенствования средств хранения
энергии, а не средств выработки. Все вот говорят, вот, там ветряки, там червяки, птицы, не птицы. Ключевое, джентльмены, это средство хранения. Пока аккумуляторы такие грязные при производстве и такие же не менее грязные при их утилизации, зеленая энергетика все время будет под вопросом находиться. А вас все время уводят, как лохов, средства производства, что вот ветряки или геотермальная там история, или еще какая-то. Так что вот так вот. Что покупать, если не доллар? Евро совершенно спокойно покупать, в общем, особо не морочиться. Ну, швейцарский франк похуже, но в целом канадский. Я напомню, что вот мы с вами публиковали картиночку, из чего состоит золотовалютный запас. Канадский доллар, австралийский доллар, соответственно, фунт стерлингов, никуда он не делся. То бишь я поддерживаю, вот, несмотря на то, что это, кстати, вот, например, в России, это корзина, ну, все, что касается географии, это всегда немножко сложная история. Но если вам если вам будут предлагать канадские или австралийские доллары в качестве оплаты, или будут предлагать франки, евро, никогда не отказывайтесь. Потому что помните просто, да, что в обменниках это все хуже меняется, но это прекрасные устойчивые валюты. Это точно не гривня и не точно не рубль. А юань? Нет, эту бумажку, если сам Банк Китая постоянно ослабляет, то куда вы лезете со своим свиным рылом да в калашный ряд? Ну, о чем? Нет, даже не лезьте туда, где вам не положено быть. Да, Юань друзья, это бумажка. Если, да, сейчас я просто закончу. Если у вас есть валютообменные операции, или там вы покупаете товар в Китае, тогда да. Ну, потому что вот у меня есть счета в юанях, но я как-то, остаток на счетах там, держится, то есть я его не держу. То есть он там может быть в рамках математической погрешности. То есть то, что не жалко потерять. Но юань в качестве, там, не знаю, вклада или там накопления я никогда не рассматривал, и вам даже нет обсуждений. Я даже тем там крупным предприятиям, с которыми работаю, или там с топами, которым составляем портфель даже индивидуальных там инвестиций, юань даже вообще никогда не рекомендовал и не рекомендую. друзья, пожалуйста, подпишитесь на Потапенко. Как это сделать? Все ссылки в описании. Также подпишитесь на мой телеграм-канал и этот YouTube. Если вы его видите, смотрите, лайк не забудьте поставить под этим видео. Это помогает для того, чтобы как можно больше людей услышали то, о чем мы сегодня с Дмитрием говорим. У меня есть вопрос по Сирии. А вот это вот уже неожиданный ход. Вот это вот прям уже, такая новость, которая, немножко слабее это Арабские Эмираты, которые там хотят в ШОС, да, кто не хочет в ШОС? Тот же, кто и в БРИКС. Все хотят в БРИКС, все хотят в ШОС, но Сирия, которая в Лиге арабских государств, это сильный камбэк. Путин обеспечил. Скажем так, давайте начнем с базы. Существование всех этих объединений – это достаточно виртуальная история. Вы можете куда угодно вступить. Хотите, вступите члены адвентистов 7-го дня, 6-го дня, 5-го дня, баптистов и одинаково, но вы будете всегда общаться с одним и тем же набором людей. Поэтому, оно ни на что не влияет. Да хоть там в Лигу наций, которая перестала существовать как таковое. Это все объединение. Кто помнит сегодня Лигу наций? Милые мои хорошие, если вы не изучали историю, то, в общем, вы про Лигу наций, а Лига наций была очень, надо сказать, перед Первой мировой войной, серьезное объединение. В России скоро и забудут и про футбольный турнир Лига наций, который начался не так давно. Господи. Да. Сейчас это все выпадает, это уже сейчас бессмысленно что-либо обсуждать. Конечно, все это выпадает. Понятно. И еще одна международная история, потому что многие третьей стороной называют там Британию такой тайной стороной, Ми-6, как-то вот влияет
на, скажем так, войну России против Украины, где-то какая-то там провокация, где-то там чего-то, какие-то дроны полетели, где-то еще что-то. В Британии да здравствует новый король. И Ну, это, это Карл, да, монарх, да, наконец-то. и там Воцарствовал. тиражируют Да. там 94 года фото, как он с Путиным в качестве принца, да, в Петербурге, когда приезжал, стоит. Ну, в общем, воспоминаниями из разных книг делятся. Но меня интересует другой момент, и он, наверное, важен. А, Какие-то странные там, да, посылы, ну, это, конечно, не без фольклора, где-то там какая-то якобы пробежала в черном плаще смерть, где-то лошадь бросилась на, как бы, из стражи, да, лошадь бросилась на присутствующих, где-то там еще что-то, все подмечали, события, конечно, мирового масштаба, но что изменит Карл в роли Британии в мире? Ну, и понятно, что нас-то с вами интересует роль Британии гласная и негласная в противостоянии России против Украины. Я не думаю, что сам Карл будет вмешиваться, в чем свойство вообще британской короны как таковой, семьи. Карл как раз он представитель того поколения, все-таки он сын своей мамы. Мать была блюстительница тех монарших функций. Они царствуют, но не правят. И поэтому здесь важнее куда. Это, естественно, парламент. Парламент никак не меняется фундаментально, поэтому Карл вмешиваться в эту историю не будет, а его позиция, но она вполне такая проевропейская, фундаментальная, но миротворцем он, конечно, не будет ни при каких обстоятельствах. Монархия вообще выживет в Британии? Я думаю, что да, потому что это все-таки монархия, это не только британская история, это история и других стран. Напомню, что Соединенные Штаты до сих пор находятся под протекторатом британской короны, так на сегодня, на секундочку, многие просто это уже подзабыли. А так в Канаде будут выпущены новые деньги уже с ликом действующего монарха. Новая Зеландия, обратите внимание, Австралия и так далее, это все протекторат британской короны. Это носит характер, конечно, такой вековых традиций. И мне кажется, что, ну, если спросить лично меня, если бы я был подданным любой из этих стран, я бы сказал бы так, что британская корона должна сохраниться, пусть это будет что-то традиционное, что многое меняется, а это остается неизменно. И, соответственно, британская корона простирает свою длань, пусть и виртуально, пусть и это, конечно, какой-то такой атовизм над всем миром, потому что британская корона, королева, мать, и теперь уже король-отец, можно сказать, отец многих народов. Ну, засветились глаза у Дмитрия Потапенко, и где-то из-под пиджака засиял, легонько блеснув, британский паспорт. Я встречался с королевой матерью, и в целом сама процедура встречи, это было очень-очень давно, один раз я был на официальном приеме. Мне честно скажу, что ну, для меня бы вот британская корона сама по себе, вот как королева-мать держит семью, как вообще в целом организован двор, ну, вызывает величайшее уважение, прямо скажу честно. И я понимаю, почему британцы любят там своих монархов и, в общем, так немного напряженно относятся к вот этим всем скандалам к королевских семьях. Я бы тоже, в общем-то, как-то хочется сказать молодые, заткнитесь и посмотрите, как ведут старшие. Вот побольше бы, как говорится, в правителях было бы подобного рода людей с подобного рода устремлениями, поменьше было бы войн. Ну, и чтобы вишенку, да, нашего сегодняшнего как бы разговора разбавить информационным еще одним в возрасте руководителем Соединенные Штаты Америки,
сообщает USA Today, снимают с передаваемых Украине танков «Абрамс» секретное оборудование, чтобы не допустить его попадания в руки российских военных. Как и в случае с другим оружием, правительство США отправляет иностранные резаные версии. Об этом, собственно, пишет издание. Ну и, как в конце, мелкими буквами, танки «Абрамс» в весеннем наступлении участвовать не будут. Ну, вот, собственно говоря, это к вопросу о том, что я частенько говорю, что до тех пор, пока у Украины не будет собственное производство, вот это все время это тяни толкай, он будет. То бишь, к сожалению, до войны самостоятельность Украины была очень сильно подорвана украинским руководством на протяжении ни одного президента, я бы сказал бы. И это очень печально было наблюдать мне, что, в общем, экономика идет по бороде, скажем так, и качество государственного управления просто отвратное. Оно пока фундаментально не поменялось. Я каждый раз наблюдаю за новостями из Верховной Рады, а уж тем более из экономического блока. Ну, вот хочется сказать, что они точно работают все на Кремль. Если взять так жесткую оценку, это, ребята, экономику вы как собираетесь строить? То есть вам что, будут деньги давать, все как это, хоть залезь? Нет, не будут. Как только будет не боевая фаза, точно начнут спрашивать за каждую копейку. И не будет никакой просто как-то лить из большого ушата, это надо восстановить, это надо восстановить. Будут каждую смету, что называется, держать за яйца. Потому что основная претензия была до войны – это коррупция. Разворовывание бюджетов, это разворовывание, соответственно, имущества. Так что, к сожалению, ничего не поменялось. Дмитрий, спасибо вам за этот разговор. Вас с наступающим Днем Победы, меня с наступающим Днем Европы. Я желаю всем нам того, чтобы День Победы все-таки стал единым и стал бы как раз именно спокойным днем, когда все взрослые садятся за стол, пусть это будет 8-е, 9-е, это не имеет значения. Кто-то будет садиться за стол по старому стилю, кто-то по новому, чтобы люди могли без воспоминаний спокойно, попросту говоря, сесть и пить с фразой «никогда больше». Мне, если честно, понравилась ваша фраза «День Победы по новому стилю». Это что-то новое. Спасибо большое, друзья, что посмотрели это видео. Пожалуйста, отреагируйте. Очень вас просим, потому что мы там как могли где-то душевно, где-то информационно, где-то более или менее успокаивающе провести эту встречу, но 9 мая берегите себя, берегите друг друга, не попадайте в те ситуации, в те места, где опасно. Обязательно увидимся на моем канале. Добра и света.